Приветствую вас на моем канале. Это видео про Уран в Близнецах. 7 июля 2025 года Уран, планета перемен, революций, обновления, свободы, впервые за многие годы входит в знак Близнецы. Можно даже сказать, впервые в вашей жизни, потому что в прошлый раз Уран в Близнецах был 84 года назад. Если, конечно, вам не 85 лет, то Уран переходит впервые в ваш третий дом гороскопа. Это начало нового большого цикла, который продлится до 2032 года. Уран пробудет в Близнецах с июля по начало ноября 2025 года, затем временно вернется в знак Телец и уже весной 2026 года, а конкретно 26 апреля, окончательно перейдет в знак Близнецы уже на ближайшие 7 лет. Этот переход запускает глобальные сдвиги, и лично для вас он включает совершенно новую сферу жизни. Уран — это планета, которая буквально вытаскивает из привычного. Он работает как пробуждение и может принести внезапные события, перемены, повороты, неожиданные решения, внутреннее озарение, то, к чему вы были не готовы. Иногда он работает как шок, иногда как освобождение, иногда как гениальная идея, которая приходит внезапно. Если вы шли по накатанной и боялись что-то менять, он может просто выключить привычную опору и поставить вас перед фактом. Или вы идете вперед, или обстоятельства пойдут за вас. Это не планета стабильности, это планета «проснись и действуй». Особенно сильно он влияет на те сферы, где человек застрял или застоялся. И именно там происходит встряска и обновление. Сейчас Уран только заходит в знак Близнецы и пройдет первые 2,5 градуса этого знака. В 2025 году раньше других почувствуют его влияние те, у кого Солнце, Луна, Асцендент или другие личные планеты находятся от 0 до 3 градусов Близнецов, Девы, Рыб или Стрельца. Для вас это может быть довольно напряженное резкое начало с внутренним сопротивлением или внешними переменами. В конце видео я подробно расскажу, кто уже в 2025 году почувствует перемены и когда почувствуют перемены остальные. У меня есть идея. Если вы хотите понять, как может проиграться Уран в вашей жизни в ближайшие 7 лет, давайте сделаем это видео полезным не только для вас, но и для других. Вспомните, что происходило у вас за последние 7 лет, пока Уран шел по вашему второму дому денег, заработка, ценностей и самооценки. Напишите в комментариях, как у вас проигрывался Уран по второму дому. Это будет полезно для тельцов, потому что сейчас Уран переходит в их второй дом. А вы посмотрите, когда я сейчас в течение недели выложу все гороскопы, вы сможете перейти под гороскоп для рыб, именно Уран в Близнецах. Был у них прошлые 7 лет в третьем доме. И там они в комментариях поделятся, что у них происходило по третьему дому. И вы сможете почитать и посмотреть, что у вас ждет, какие перемены. Обязательно указывайте, вы асцендентный Овен или у вас Луна в Овне, либо Солнце в Овне, чтобы люди понимали, по какому знаку у вас проигрывались события. Итак, Уран переходит в ваш третий дом гороскопа. И это значит, что в ближайшие годы в жизни появится много неожиданностей, особенно в темах общения, переездов, учебы, транспорта и близкого окружения. Причем это будут не мелкие перемены, а повороты, после которых вы начнете жить по-другому. Вы можете внезапно решиться на учебу, о которой раньше даже не думали, пойти на какие-то курсы. Это может быть язык новый, новое обучение новой профессии, цифровая какая-то сфера, онлайн-сфера, публичные выступления, обучение каким-то видео, снимать видео, монтировать видео, вообще что-то новое для вас. Кто-то из вас пойдет на курсы, кто-то откроет свои, начнет преподавать. Уран не любит скучные темы. Он ведет туда, где прогресс, где технологии, где нестандартный подход. Поэтому многие из вас откроют в себе интерес к тому, что раньше казалось не ваше. У вас в ближайшие 7-8 лет могут появиться новые знакомства. Они могут, конечно же, они появятся, с которыми вы будете общаться совершенно по-другому, глубже, свободнее или с интересом другим. Старые связи могут внезапно исчезнуть, кто-то резко вычеркнет вас из своей жизни, кого-то вы резко вычеркнете из своей жизни, кто-то вернется после долгого молчания, вы возобновите, возможно, с кем-то общение. У вас может полностью поменяться стиль общения. Вы начнете говорить смелее, резче, более открыто. Или наоборот, решите уйти в тишину, стать более сдержаннее и выборочно общаться. И выбирать, с кем вы больше хотите общаться. Или, может, вы перестанете делиться так откровенно обо всем, как
как раньше. Уран по третьему дому может дать резкие переезды. Причем не один, а это может быть серия переездов в ближайшие 7-8 лет. Возможно, сначала вы переехали в другой район, сняли другую квартиру, потом передумали, переехали в другой город, потом переехали еще раз. По третьему дому это не дальняя миграция, но возможно перемещение, переезды внутри города или внутри страны. Это может быть аренда, вы постоянно будете менять жилье. Может быть, вы будете жить на 2 дома, или вам предложат такую работу, куда, не знаю, дальше от вашего дома, и вам придется в пригород, и вы будете жить в пригороде, к примеру, вам в город придется ездить, или наоборот. Все может происходить резко, спонтанно, быстро. Сегодня вы решили, а завтра уже переехали в другое место. У кого-то из вас появится желание вводить, если вы до этого не водили. Может быть, пойдете сдавать на права, купите машину. Может быть, резко смените стиль вождения. Если вы раньше ездили на чем-то спокойном, семейном, практичном, теперь вам захочется что-то яркое, индивидуальное, чтобы отражало ваш дух. Или вы можете пересесть на мотоцикл, на байк, не знаю, или наоборот на более большую машину. Что-то необычное, нестандартное по Урану. Все, что связано с транспортом, может стать темой свободы и обновления. Также третий дом — это еще братья, сестры, близкие родственники, соседи. Может быть, какие-то неожиданные события у ваших родственников. Может, у вашего брата или сестры родится ребенок. Может, он переедет или она. У них начнется новая глава в жизни, и вы будете в это вовлечены. Но это по Урану какие-то неожиданные какие-то перемены. Можете стать тетей или дядей, и это произойдет неожиданно. Также, может быть, вы начнете чаще общаться, сблизитесь, если раньше были далеки. Или наоборот, появится расстояние, вы будете общаться уже на новых условиях, не так, как раньше. Все это тоже будет меняться в ближайшие годы. Тема документов может резко активироваться. Не обязательно вы все 7 лет будете делать какие-то документы. Это будет несколько волн оформления подряд. Может быть, срочно понадобится оформить визу, права, загранпаспорт, разрешение какое-то. Может, вы вообще забыли и срочно нужно этим заняться. Кто-то из вас столкнется с системой, с бюрократией, с переоформлениями какими-то, и это станет частью нового этапа. Ваши поездки станут более частыми. Вы начнете постоянно куда-то ездить. Не в отпуск, а по делам каким-то, по задачам. Короткие поездки и неожиданные. Может, вы найдете такую работу, где всегда будете в дороге. Это может быть логистика, курьерская какая-то деятельность, выезды к клиентам или просто работа, где постоянно на ногах. Может, откажетесь от постоянных перемещений и наоборот перейдете в онлайн, полностью перестроив свой ритм. Еще одно направление, которое может внезапно активироваться, это изучение иностранных языков. Вы можете неожиданно почувствовать тягу к обучению, начать учить язык, который никогда не интересовал, или тот, что давно откладывали. Может быть, это связано с переездом, где без языка будет сложно на работе или в общении с другими людьми, и вам придется изучать новый язык. Для вас это может быть неожиданностью. Если вы будете открыты к переменам, они подарят вам настоящую свободу. Вы начнете жить иначе, легче, быстрее, ярче, ближе к себе. Если будете держаться за старое, Уран будет выбрасывать вас из него. И даже если сначала это покажется хаосом, именно через это начнется ваш новый этап в жизни. Все, что раньше было обычным, может исчезнуть, а на его месте появится свобода, движение, контакты и новые решения. Все, что касается контактов, общения, обучения, коротких поездок, транспорта, все это в ближайшие 7 лет может принести вам неожиданные перемены, неожиданные контакты, неожиданные переезды, неожиданные повороты в вашей жизни. С 7 июля по ноябрь 2025 года Уран дойдет до 2,5 градусов Близнецов. И влияние ощутят люди, у которых Солнце, Луна, Асцендент или другие важные точки находятся от 0 до 3 градусов следующих знаков: Близнецы, Дева, Стрелец или Рыбы. Потому что Уран будет делать к ним квадрат или оппозицию и соединение. Итак, близнецы, рожденные примерно с 21 по 23 мая, Уран будет в соединении с Солнцем запускать личную революцию, больше перемен, обновление образа, внешности и жизни. Если вы девы, рожденные примерно с 23 по 25 августа, квадрат даст нестабильность, необходимость выйти из рутины, перемены в сфере работы, жизни и переезды. Стрельцы, рожденные примерно с 22 по 24 ноября, оппозиция, вызов через других людей, партнерство, переосмысление направлений в жизни. Рыбы, рожденные примерно с 20 по 22 февраля,
Это будет квадрат, напряженное пробуждение, могут быть неожиданные вызовы, толчки к развитию. Овны, которые родились с 23 по 25 марта, можете почувствовать Уран, если у вас Луна, асцендент или другие важные точки попадают с 0 до 3 градусов знаков Близнецы, Дева, Стрелец или Рыбы. Особенно, если асцендент в Близнецах или Луна, к примеру, в Деве. Если вы родились в эти числа, у вас Луна, асцендент, Венера или другая планета в первых градусах Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб, перемены начнутся уже с июля 2025 года. Вы первее, одни из первых будете чувствовать перемены. Остальные почувствуют позже, когда Уран пойдет дальше по их градусам. Если вы знаете свои градусы или знаете, что у вас есть какие-то важные точки в этих знаках, которые я перечислила, можете написать в комментариях, и я вам объясню, когда вас коснутся перемены Урана, или расскажу вам более подробно. Можете задавать вопросы в комментариях, я отвечу. Вывод по Урану в Близнецах для вас до 2032-33 года. Не бойтесь перемен. Уран не спрашивает, готовы ли вы. Он просто включает свет. Он заходит в ту сферу, где вы засиделись, где давно пора пересмотреть все. Подход, ритм, цели. Для вас, Овны, это 3-й дом. Дом общения, обучения, транспорта, коммуникации, перемещений, близких родственников. Значит, перемены придут в те сферы, где вы привыкли действовать по-своему или вообще не двигались с места. Уран запускает совершенно новый стиль жизни. Вы можете вдруг переехать, начать ездить чаще, сменить район, город, может быть даже страну. Вы можете устроиться на работу, где нужно много перемещения, или наоборот уйти в онлайн и перестроить все. Кто-то из вас пойдет учиться неожиданно на новую профессию, новый язык. Кто-то начнет преподавать, вести блог, записывать видео. Общение с людьми тоже поменяется у вас. Кто-то исчезнет из вашего круга общения, кто-то новый появится, а кто-то вас удивит. У вас могут появиться новые соседи или съехать старые. Братья, сестры, близкие родственники тоже могут кардинально изменить свою жизнь, и вы будете в это вовлечены. Может быть, неожиданно нужно будет сдать на права, может, вы до этого не задумались, или купить машину, сменить способ передвижения. Ваш ритм станет быстрее, насыщеннее, живее. Уран любит новизну, эксперименты и смелость. Если вы застряли, он встряхнет все в этой сфере. Если сами пойдете навстречу переменам, он откроет вам дорогу. Его задача — освободить вас от рутины и дать вам свободу движения, свободу слова, контактов, решений. Не бойтесь Урана, он приносит приятные перемены, когда вы идете навстречу им, а не держитесь и цепляетесь за старое, за то, что устарело. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я знаю, что 70% смотрят меня без подписки. Пишите комментарии, я вам отвечу. Делитесь, как у вас проигрывался Уран прошлые 7 лет, пока он шел по Тельцу, по вашему 2-му дому гороскопа. Как менялись ваши финансы, ваши доходы, может быть, даже сфера деятельности и профессия. Благодарю вас за просмотр, за комментарии, которые вы пишете в поддержку. И желаю вам, чтобы транзит Урана по знаку Близнецы принес вам только приятные, счастливые, неожиданные сюрпризы и перемены.